Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу показать вам, как приготовить вкусные пигоди. Нам понадобится высший сорт муки. Мука должна быть очень хорошей. Теплая вода, дрожжи, сахар, соль и растительное масло. Давайте готовить. В просеянной муке добавляю дрожжи, сахар, соль. Все хорошо перемешиваю и добавляю теплой воды. Сначала буду перемешивать ложкой, затем нужно замесить все руками. Замешиваем не сильно тугое и не сильно мягкое тесто. Немного наливаю масла, чтобы тесто не липло к рукам. И вымешиваю хорошенько тесто, приблизительно минут 5. Далее накрываю крышкой и оставляю в теплом месте для поднятия теста. Вот такое тесто у нас должно получиться. Смазываю чашку маслом и кладу тесто, убираю в теплое место. Пока подходит наше тесто, подготовим начинку. Я уже нарезала мелко капусту, добавляю немного соли и хорошенько все перемешиваю. Оставляю минут на 15. Далее я нарезала мясо. Мясо я нарезала мелко. Наливаю на сковороду масло, выкладываю мясо и обжариваю почти до готовности. Жарим на среднем огне, периодически нужно помешивать. Как только пожарилось мясо, добавляю нарезанный репчатый лук и снова обжариваю минут 5. Далее добавляю специи. У меня острый перец, черный перец, молотый сухой кориандр. Все хорошо перемешиваю и буду добавлять капусту. Капусту хорошо отжимаем и добавляем к мясу. Как только добавили капусту, жарим еще минут 5-10 и выключаем газ. Обязательно сначала пробуем, так как капусту мы уже солили. Начинка у меня уже готова, оставлю остывать и буду лепить пигоди. Вот такая вкусная начинка у нас получилась. Обязательно тоже попробуйте приготовить. Это очень вкусно. Пока я готовила начинку, тесто мое хорошо подошло, хорошенько его обминаю и убираю снова в теплое место для поднятия теста. Тесто мое уже подошло второй раз, теперь буду лепить пигоди. Смазываю хорошенько лист мантоварки. Также смазываю маслом рабочую поверхность и выкладываю тесто. Тесто очень хорошо подошло, получилось такое воздушное, пушистое. И теперь вымешиваю немного. Буду делить на равные части. Я сегодня буду лепить не совсем маленькие пигоди. Делю тесто на равные кусочки, скатываю в такие шарики, оставлю тесто для поднятия и потом только буду лепить пигоди. Вот на такие шарики разделю все тесто. Накрываю салфеткой или пленкой и оставляю минут на 15. Тесто мое снова подошло, теперь буду лепить пигоди. Беру по одному шарику, остальное тесто также оставляю под пленкой. Я все делаю руками, мне скалка не нужна, я просто расплющиваю тесто и кладу начинку. Тесто не должно быть слишком тонким. Теперь кладу начинку сколько нужно. Можно просто закрыть, можно сделать как я, косичкой. Хорошенько защипываем тесто. Кладу на подготовленный лист. Не забываем оставлять расстояние между пигодями. Так налепим все пигоди и оставляем в мантоварке еще подняться минут на 20. Ставлю на кастрюлю с водой листы. Накрываю крышкой. Крышку обязательно нужно обернуть салфеткой. Включаю газ на сильный огонь. Жду, когда закипит вода и отсчитываю время. Варить буду 40 минут. Как только сварились пигоди, сразу крышку не открываю. Жду 15 минут и потихоньку открываю крышку. Пигоди у меня уже готовы. Они немного остыли. Посмотрите, какие они воздушные. Сейчас покажу, как нужно их есть. Раскрываем пигоди и наливаем сюда соевый соус. Берем морковча и также сюда все кладем. И вот так вот это все выглядит. Сейчас я вам покажу, какое же тут тесто очень воздушное получилось. Вот. Посмотрите. Уже текут слюнки. Сейчас попробую. Посмотрите, какое тесто. Просто обалденное. Обязательно попробуйте приготовить такие пигоди, это очень вкусно.